Вечер опускался на маленькую деревню Хейвен, окрашивая небо темными оттенками. Осенний ветер носил по узкой тропинке сухие листья и легкую пыль. Эмили шла с холма, где собирала травы для своей бабушки. Корзина была почти пустой, холодная земля больше не дарила щедрых урожаев. Вдруг где-то у края реки донеслось тихое всхлипывание. Эмили подошла ближе и увидела мальчика около 10 лет в дорогом пальто и блестящих ботинках. Его лицо было бледным, глаза казались пустыми. Сердце девочки сжалось. Она осторожно взяла его за холодную руку и повела к себе домой. Мальчик сначала колебался, но затем тихо согласился. Дома бабушка удивилась, но быстро поняла, что ребенку нужна забота. Эмили зажгла свечу, достала травы и осторожно приложила компресс к глазам мальчика. Он дрожал, но затем с удивлением ощутил тепло. Так началась необычная дружба. Эмили ухаживала за мальчиком, который рассказывал о своем большом, но холодном доме, где не было ни радости, ни тепла. Девочка учила его замечать свет в окружающем мире, шаг за шагом возвращая ему зрение и уверенность. Но счастье длилось недолго. На следующий день во двор въехал черный автомобиль. Из него вышли двое мужчин в строгих костюмах, представители отца мальчика, мистера Харрингтона. «Где ребенок?» — спросил один из них холодно. «Он не просто мой пациент», — твердо ответила Эмили. «Я лечу его». Мальчика увезли, но его глаза светились, и он тихо произнес: «Я вижу свет». Прошел год. Весной, когда деревья вновь покрылись зеленью, мальчик вернулся. Теперь он был здоров, глаза ясные, а улыбка сияла. Он подбежал к Эмили и обнял ее. «Я вижу тебя». Даже отец больше не был таким холодным. В его взгляде появились благодарность и легкая неловкость. Он предложил девочке работу в новой клинике, но она отказалась. Ее место было среди этих людей, которым тоже нужна помощь. Мальчик сжал ее руку. «Тогда я буду приходить к тебе всегда». Ветер шевелил занавески, первые лучи солнца касались их лиц. Эмили поняла, она вернула свет не только в глаза мальчика, но и в его сердце. С тех пор жители деревни называли ее девочка, что лечит чудом. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.